Приветствую вас, друзья! Я так рада встретиться с вами вновь в этой летней видеоистории. Мое лето — это всегда время активное, радостное и красочное. И зная о том, что лето всегда пролетает очень быстро, хочется так много всего успеть. Но, кружась в этой активности, я знаю, что для меня очень важно делать небольшие перерывы, уделять время своей неспешной жизни. В такие моменты я усваиваю очень важный урок, который преподносит мне лето. В первую очередь он заключается в том, что именно летом легче всего отбрасывать все лишнее и довольствоваться столь малым и самым необходимым. Именно летом можно ощутить ту самую свободу, когда нужно меньше одежды, меньше еды и поменьше разных мыслей в голове. Каждое лето — это действительно маленькая жизнь. Время, проведенное с детьми, это как маленькая сказочная дверь в наше собственное, когда-то уже ушедшее от нас детство. А это значит, что детство на самом деле от нас не ушло. Мы просто стали чуточку взрослее, но все те чувства, которые были с нами в детстве, до сих пор находятся у нас внутри. Просто мы не всегда позволяем себе раскрыться и ощутить весь этот спектр радости, беззаботности и новых открытий. И я стараюсь каждый день напоминать себе, что мне нужно искать моменты красоты в своей повседневной жизни. И чтобы находить эту красоту, не обязательно каждый раз отправляться в отпуск или покупать что-то интересное и новое. Иногда простое изменение образа мыслей может сделать даже самые обыденные дни неповторимыми. Лето всегда упрощает нашу жизнь, но живя на севере, я не забываю о том, что неминуемо наступят холода. Имея свой сад, я знала точно, что мне очень нужна своя собственная теплица. Долгое время, выбирая из различных вариантов, я остановилась на теплице из алюминия со стеклением. Данная теплица простой, классической формы в английском стиле, украшена гребнем и 2 шпилями. Это не только декоративный элемент, но также и защита от того, чтобы на теплицу не садились птицы. Установили нам теплицу в середине июня. И мне нужно было решить, как же я хочу обустроить ее внутри. Я уже точно знала, что хочу, чтобы внутри теплица выглядела как садовый домик,
чтобы в ней был пол, а на полу стояли небольшие ящики для растений, чтобы было место, куда можно поставить стол, и весной или осенью, когда бушует непогода, более-менее в комфортной обстановке пить чай, читать книгу и ухаживать за своими растениями. Я хотела, чтобы у нас в итоге получился гринхаус, своего рода зеленый домик, такая оранжерея, где можно комфортно проводить время в более прохладную погоду. Пол в теплице мы решили сделать из палубной доски из материала лиственница. Это очень крепкий материал, который не гниет и с годами приобретает большую твердость. В более прохладную погоду пол может немного нагреваться и отдавать тепло, а еще по такому полу приятно ходить босиком. Следующее, что потребовалось сделать в нашем зеленом домике, это, конечно же, ящики для растений. Их тоже решено было сделать из лиственницы, обработать антисептиком и покрасить. У нас получилось 2 ящика длиной 2 метра, ширина каждого 55 сантиметров. Моя задумка была в том, чтобы сделать такие ящики, которые можно выносить из теплицы или перемещать при необходимости.
Для защиты ящиков, а также для того, чтобы в теплице было чисто и земля не просыпалась, мы использовали геотекстиль, который закрепили внутри каждого ящика. Для создания благоприятного микроклимата в ящиках для растений я использовала керамзит. Для выращивания растений я всегда придерживаюсь органического земледелия, и поэтому наполнял ящики плодородной землей, смешанной с компостом. Мы едим большое количество фруктов и овощей, поэтому у меня всегда много отходов, которые я не выбрасываю, а отправляю в компост. Благодаря такому большому количеству компоста я не использую никакие химические удобрения. Этого вполне хватает, чтобы удобрить все имеющиеся растения. Наконец-то наступил долгожданный момент, когда ящики для растений готовы, можно заполнять их растениями. По правой стороне теплицы я высажу огурцы и перцы, а по левой стороне посажу томаты и баклажан. Сейчас, в разгар лета, теплица уже не является той необходимостью, которая была в начале весны. Но я уверена в том, что это сооружение, это приобретение принесет очень много пользы и, конечно же, радости для души. Ведь лето в наших краях прилетает очень быстро. И когда захочется понежиться под теплым солнцем, я думаю, что мой маленький зеленый домик мне в этом всегда поможет. Благодарю вас за то, что разделили со мной эти теплые летние моменты. Мы очень скоро встретимся с вами в новой видеоистории. Желаю вам прекрасных летних дней.